Всем привет! С вами Наталья Рукодельная. Сегодня я хочу рассказать, как сделала кашпо из пластикового ведерка. Я уже давно хотела сделать какое-нибудь кашпо из этого ведра, но все никак не могла придумать, какое именно. И вот после того, как сделала имитацию коры, и она у меня получилась, я решила сделать такой домик для гномика. Сделать такое кашпо несложно, даже увлекательно, но только очень долго ждать, когда масса, из которого делается домик, высохнет. Домик получился очень позитивный. Улыбаюсь каждый раз, когда на него смотрю. В кашпо я планирую ставить травку, которую я выращиваю в своей кошечке. Но пока травка еще не выросла, для фотосессии я примерила искусственную траву с краплением лаванды, которую я делала из манки. Ссылку дам в описании видео. Итак, приступим. Для начала я готовлю поверхность для лепки. Фанеру обтягиваю пищевой пленкой. Теперь я готовлю массу для лепки. Ссылку на видео об изготовлении массы дам в описании. Но если коротко, то в клей ПВА вмешиваю туалетную бумагу по одному листочку, как следует, и окрашиваю. В этот раз я решила добавить опилки. Но для коры так делать не рекомендую. Без опилок кора получается более реалистичной. Масса для коры должна быть не очень сухой, потому что она должна хорошо усохнуть. Накладываю массу на ведерко, формирую корни и стеком провожу полосы, имитирующие кору. Оставляю сохнуть на сутки или больше. Для второй массы я готовлю по консистенции как пластилин, но без опилок. Из массы делаю дверку и опять оставляю до полного высыхания. Совет по массе. Перед использованием сделайте пробную деталь, достаточно большую, чтобы понять, насколько она усохнет, или не усохнет вообще. Если усохнет, то добавьте муки. Я в этот раз поспешила, и моя дверь треснула, но я решила не переделывать, так даже получилось интересней. Дверь крашу черной краской и сразу влажной тканью снимаю часть краски сверху. Потом полусухой кистью оттеняю коричневым цветом. Для оформления двери крашу массу акриловой краской, как следует вымешиваю. Красить лучше гуашью или колером, так масса не будет быстро застывать. Цветочки и листочки сначала хотела делать руками, но потом вспомнила, что у меня есть замечательный молд, и решила сделать с ним. Мне кажется, получилось очень даже симпатично. Цветочки клею на клей ПВА «Момент Столяр». Мухоморчики делала вручную. Теперь все оставляю сохнуть на ночь или больше. Потом останется только покрасить лаком, и можно начинать использовать. Всем спасибо за визит. Хороших всем рукоделок!